Всем привет! Вы на моем канале Анюта Журила. Я рада вас приветствовать. Сегодня хочу разобрать тему, что делать, когда подавился ребенок. Детки в любом возрасте могут давиться. Каждая мама сталкивается с этой ситуацией. И тут, наверное, вот четкость наших последовательных движений, несложных, могут спасти ребенку жизни. И мамы, конечно, они спасательницы. Ребенок может от любого подавиться, когда нет зубов, разжевать это и морковка, и печеньки, еда разнообразная, какие-то пуговицы, какие-то конструкторы, то есть все, что он может взять в рот, он этим может подавиться. Поэтому важно оказать первую помощь ребенку очень быстро для того, чтобы помочь ему, потому что это все перекрывает дыхание, ребенок не может дышать, все сложно с этим. Давайте я расскажу то, что я знаю, то, что я применяю. Ребенок, конечно, у меня часто давился и печеньками, и едой, и конфетами. Ничем такое в рот он не брал, инородное что-то такое, но вот едой он давился. Что сразу вот эти вот моменты, как нас мамы шлепают, да, по спине. Вот, допустим, нельзя делать чего? Когда ребенок сидит, кушает, он подавился, дышать не может, и тут ему еще по спине. Вот этого делать нельзя, когда ребенок сидит, потому что куда оно идет? Еще ниже, еще глубже. Поэтому не надо этого делать. Я когда увидела, как эта бабушка делает, я как бы очень сильно была зла на нее. И, короче, надо грамотно как-то относиться ко всему. Вот помню, мне еще подружка советовала, я не знаю, насколько это правда работает или нет, но я сильно не верю в это, то, что это работает. Когда ребенок подавился, поднимать ему ручки выше, и типа ребенок сам это все откашливает. Ну, я не знаю, ну может это правда, неправда, я не верю в это. То есть я считаю, что если ребенок подавился, ему конкретно надо оказать помощь. Вот. Когда ребенок подавился и кашляет, дайте ребенку прокашляться. Это гораздо лучше всяких похлопываний и то, что вы будете с ним делать, если вдруг он не кашляет. Короче, у меня была такая жесткая ситуация, когда ребенок подавился в машине, вот он ел там что-то, еду какую-то, и он очень сильно подавился, и как раз папа наш не мог остановиться, и въезжал в поворот, и ребенок у меня просто не мог дышать. Я его схватила, положила вниз головой себе на коленку и начала просто бить ему по спине между лопаток, очень сильно бить. Я сильно била, и он вот это очень быстро, буквально там 3 раза я ударила его, и он откашлялся и начал дышать нормально, но я очень сильно перепугалась, поэтому решила, наверное, все-таки записать это видео для того, чтобы вы быстро взяли себя в руки и просто помогли своему ребенку, без всяких лишних фраз, слов, поднятий ручек и так далее, потому что когда ребенок сидит и задыхается, ты на это смотришь, ну жутко становится, и тут что делать? Да делать вот это вот, надо положить его так, чтобы голова была ниже тела, и ладошкой, собственно, между лопаток, так, довольно жестко нужно ударить раз 5. Как правило, там 1-2 раза вы хорошенечко бьете, он уже как бы откашливает и выходит это все. Ну, во-первых, вот хочется до этого сказать, когда вы видите, ребенок подавился, то есть и быстро заглядываете ему в рот, если вы можете достать, достаете, если вы ничего не видите, вы дальше туда не лезете. Если вы не видите, ну и чтобы не затолкать ему глубже, да, то вот это вот, собственно, надо его сильно пошлепать по спине, но только при условии, если голова внизу, если вы положили, приняли позу. То есть вы берете либо на руку, либо на коленку кладете ребенка, как-то так, чтобы позиция такая была зафиксирована. И, собственно, бьете по спине между лопатками. Если этого недостаточно, вы переворачиваете его. И на груди, между вот этой грудью, тоже вот 2 пальцами нажимаете вот как бы снизу вверх, вот так как бы нажимаете тоже 5 раз пальцами на грудную клетку посередине, нажимаете. Ну, как правило, быстро это все происходит, поэтому там доли секунды, и оно, как правило, вот как по спине уже вы помогаете. Но если там более сложно, то получается подходы, делайте столько подходов, сколько надо для того, чтобы помочь, потому что особо других способов, допустим, я не знаю, как мама, и только этим способом пользуюсь, и мне всегда помогает вот эти способы.
Это самые действительные, самые быстрые способы помочь ребенку, когда он подавился. Расскажите бабушке, чего нельзя делать, что можно. Расскажите папе, чтобы каждый из вас знал, что делать с ребенком, который подавился. Вот эти все поднятия ручки, я не знаю. Может, у врачей нужно спросить еще, как это имеет значение или не имеет поднимать ручки, потому что я не верю в этот способ и пользуюсь только подхлопыванием. И опять же помните, что если ребенок кашляет, это намного лучше, пускай он сам откашляет, чем вы будете его по спине хлопать. То есть кашель, это даже самый маленький, он более эффективен, самый эффективный откашлять вот это вот то, что ему мешает дышать. Ну так, все, пишите комментарий, ставьте лайк, чтобы меня не потерять, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, буду очень рада, признательна. Всем до новых встреч, пока!